Вот это выглядит пока что, наверное, наиболее грандиозно из всего, что я видел. О! Как же здесь темно, черт возьми. Дамы и господа, приветствую, с вами сэр Холмс. Я продолжаю прохождение Morrowind, Tamriel Rebuild. И нахожусь в Кемелзе на базе археологов, которая довольно еще и глубоко находится по отношению ко всем руинам. И от нее ведут довольно много проходов к разным регионам, разным кварталам, можно сказать, этого города. А если я пришел отсюда, вот из этих, ну, здесь это все уже исследовал, думаю, будем слева направо потихонечку дальше это все изучать. То есть следующим проходом будет вот этот. Посмотрим, что здесь. Наверняка что-то должны были разрабы. Тут галерея, вот наблюдателей неба. Это, наверное, приведет меня на какую-нибудь обсерваторию. Вот, вероятнее. Что я надел? Всего про ту, которую как раз упоминалась в одноименной книге. Я не удивлюсь, если тут ничего кроме этого не будет. Ага, ну вот она, да. Прекрасно. Тут кто-то у нас стоит. Мирафалас, привет. А тут есть какой-нибудь рычаг, чтоб... Тут даже дверь закрыть нельзя. Ну, в общем, обсерватории я несколько таких уже встречал. И, по-моему, ни в одной из них эти лифтики не действовали. А, еще один пришел пялиться на эту великолепную конструкцию. Да, давай знакомиться. А я не Рафалас, я не... И мне не стыдно признать, что я всего лишь скромный лутальщик тут. Проблема в том, что тут не очень-то много чего можно найти. Потому что это место было открытым уже на протяжении нескольких эр. Но, тем не менее, место все еще весьма очаровательно. Если тебе нравится быть наедине с древностью. Ну, или смотреть, что от них осталось, от древних. Я искатель приключений, друг, и... У меня ощущение, что ты тоже. Лутальщик. Так менее... Ну, так называют нас те, кому мы нравимся меньше. Но это все еще, можно сказать, такая знать среди искателей приключений, вот как я думаю. Совет, может, дашь, какой лутатель? Принеси достаточно провизии, если ты собираешься надолго тут залипнуть, лазя по всем этим туннелям. И лучше по 2 пары всего, на случай, если ты что-нибудь уронишь в темноте, или если оно сломается. Да, припасов, снаряжения с собой побольше иметь в виду. Я во многих руинах раньше бывал, но Кемелзе самое большое и величественное из всех. Да. Может, тут что сверху осталось? Сфера. Разрушенный сферический центурион. Так, окей, ладно. Это тоже считается отдельным районом города. Ну, я напоминаю, что Кемелзе считается и во многих источниках называется Двемирским городом.
Вот это такой его небольшой район. Так, я пришел отсюда, да? Не, я пришел не отсюда, я пришел отсюда. Вот эти двери, это, похоже, уникальные ассеты, которые разработчики там Tamriel Rebuild сделали для того, чтобы воссоздать Кемелзи. Блин, классно. Даже несмотря на то, что... Я, знаете, даже не исключаю, что эти руины были сделаны где-то вот... Ну, в 2006, наверное, году. Может быть, даже раньше. Мне почему-то кажется, что вот так, 2006. В 2002-2003 вышли самые первые какие-то земли. Это были вот самые северные тилванские регионы. То есть разработчики делали с севера на юг это все дело. Так. Получается, тут исследовал. Можно идти дальше. Паучок мертвый. Я в прошлой серии упоминал, что пауки это на самом деле одни из самых интересных среди двемерских созданий. Вот если все остальные цельнометаллические, то у паука есть что-то более органическое. Вот хранилище с ядом, да, его, которое сжимается и расширяется. То есть это... Вот мне интересно, это наверняка какой-то тоже материал, просто более эластичный. Но вряд ли живая материя какая-то. Оставлю дверь открытой эту. Башня Реквиема. Или что, или... Да, башня. Анекдоты. Знаете, если не найду какого-то более подходящего чтива, тут за пару серий, возможно, даже анекдоты эти почитаем. Приветствую, агент. Мой долг напомнить тебе, что помещение наверху этой башни еще не было открыто обществом. Его замок, похоже, не поддается стандартным процедурам. Если вдруг тебе удастся найти путь в помещение, доложи об этом мне и сообществу немедленно. Окей, окей. Вот это интересно. Башня, да еще и не вскрытая. Я там слышу какие-то... Закрыто странным замком. Там, похоже, призрак Двемера засел. Но двемерский кагерер у меня есть в инвентаре. Я просто говорил там с кем-то из археологов, они говорят, что некоторые механизмы с помощью кагереров активируются. Но здесь поблизости я не вижу ничего вообще, чем бы можно было это дело активировать. Какие-либо объекты для взаимодействия с ними. Да, развлекают себя как могут тут ребята. Анекдоты, значит. Не, давай открытый опять же оставлю. Может, это поможет мне ориентироваться. База археологов. Ну, окей. Может быть, здесь где-то активируется это дело. Надо, я думаю, изучать эти механизмы все детальнее. Ну, я, знаете, не буду, наверное, сильно прям...
как-то заморачиваться, как это было с арткозом, например. Если не получится что-то тут быстро понять, как открывается то или иное, там активируется 5-е, 10-е, то оставлю это на будущее. Я же еще планирую сюда возвращаться. Вау. Тут тоже солидно все выглядит так. Да, планирую вернуться после того, как они переработают эту локацию. Ну, если переработают, будем так говорить. Пока что единственная информация по этому поводу, которой я владею, это вот скриншот в отчете разработки там Rebuild за апрель. У них там типа дневников разработчиков ведутся, такие красивые, классные, интересные. Вот. Ну и пара строк о том, что эта локация переделывается. То типа угадайте, что мы тут, над чем мы работаем. Приветствую, гражданин. Будь осторожен, не повреди тут материалы в помещениях поблизости. Они могут быть важны для исследования общества. Хорошо. Я умею быть аккуратным. Так, еще какой-то район. Я не помню по названиям уже, что я исследовал, что нет. О. Вот это выглядит пока что, наверное, наиболее грандиозно из всего, что я видел в этих руинах. Так, ладно, а эта дверь куда ведет? Еще куда-то. Сколько тут дверей? Угу. Тут тоже чтиво есть у нас. Бармелалрит. Эй, ты, флаг! Хочешь тур по развалинам? Я знаю тут пару классных зрелищных мест и могу тебя сопроводить к знаменитой гробнице короля за приемлемую плату, если хочешь. Хочешь взять тур? Подожди, давай, не будем торопить события. Расскажи о себе сначала. Ай, я бармен Аль-Рид. Это вы нас называете проводник для туристов. Я могу предложить окунуться в таинственное прошлое и могу помочь тебе с ориентацией тут на местности в руинах. Одно из наиболее популярных направлений — это могила короля. Ладно. Я хорошо знаю эти руины и могу показать тебе много вещей, которые другие могут упустить. Маленький совет. Не проходи свой жизненный путь, оставаясь невеждой. Позволь какому-нибудь знанию протянуть тебе руку помощи. И отмечай знаки. Спасибо.
Так. А чему ты можешь научить? Бронь. Ну, хороший, да, но я это все, пожалуй, не буду. Ну, вообще интересно, да, воспользоваться его услугами, с одной стороны. О, это еще и все считается отдельным интерьером, кажется. Вот это помещение. С ума сойти, да? Они, наверное, небольшие, скорее всего. Ну-ка, попробуем в один зайти. Ну да, это действительно просто как... Отдельные жилища Двемеров, похоже. Это кровать, шкаф, стол. Ну, такой. Непритязательное жилище такое. В котором тоже ничего уже не осталось. Вообще похоже на эдакий респектабельный район этого Двемерского города. Опа. Минус отмычка. Скоро, наверное, надо будет пополнять уже их запас. Цилиндр. Двемерские артефакты на самом деле не такие уж и дорогие по сравнению с некоторыми вещами. Комод. Вот в комодах ты можешь еще найти пару монеточек, а так-то все разграблено до нас. Как любил говаривать сэр Валенард. Все разграблено до нас. Ничего себе тут. Как будто отсек для атомной бомбы какой-то. В этих кегах, почках ничего нет. Я тут скорее потренирую навык взлома замков, чем действительно что-то. Толковое найду. Да, удивительно еще то, что у них освещение работает. Ух ты. Это первый лут в незапертом контейнере. Вот только что был. О, ну все, пора отдыхать и медитировать. Мне бы потренироваться еще у кого-нибудь перед этим хотя бы. Знаете, какой-нибудь вот из второстепенных навыков поднять. Вот силу, например, и привлекательность еще раз тренировать у кого-нибудь, поучиться. Вы знаете, я сейчас осознал, что не так уж много учителей красноречия. Я вот кроме Кая Касадиса никого вспомнить не могу. Говоря откровенно. Так. Я хочу сейчас посмотреть, какие школы магии от каких параметров зависят. Так, зачем? Это не интересно. Изменения. Так, призыв у нас это колдовство, да? Это интеллект. Мне, наверное, сейчас впору даже интеллект больше вкладываться, чем в силу воли.
Давай будем скелетов призывать каких-нибудь. О. Интересно, что если призвать скелета в воздухе? Наверное, ему это не понравится. А, нет, он призывается внизу. Ладно. О. Кагерер. Так, но проблема в том, что я перегружен, да. Этот кагерер может пригодиться. Так. Да. Подождем. Ставлю один кагерер здесь, если что, вернусь за ним. Да, это же куда-то далеко ведет это все. Ладно, я тогда вернусь, наверное, и проверю еще. О. Другой проход. О, 26 монет. Круто. И, наверное, воспользуюсь. Попробую взять этот тур, который мне предлагает тут парень. Угу. Ходить предполагалось вот по этим, да, местам только. Видимо. Ну, тут, знаете, надо понимать, что не обязательно две миры действительно жили вот так вот, как показано. О. Слушайте, я подозреваю, что вот Нордсен мог как раз вот здесь прокапывать. Драули. О, вскрытие еще повысил себя. Древние сказания о Двемерах, часть 10. Марабар Сул. Хм. А тут тоже ванильная книга какая-то. Может, что-нибудь почитаем. Вот такое даже. Тут все довольно много интересной такой всякой двемерской. А, друг-турист, привет. Я просто осматриваю здесь, в Кемелзе. Я хиерофил. Ну, ученый в определенном роде. Завораживающее место, не правда ли? Совет какой, может, дашь? Не слоняйся по опасным руинам вот так вот, без оружия какого-нибудь. Кто знает, на что ты можешь наткнуться. Я просто ученый и ученый.
Да, помню, там остался невскрытый комод, стол, письменный стол. Ага, здесь они делали баллисту свою, да? Вот куда-то вниз ведет прям. Ух. Я опять же углубляюсь куда-то сейчас. Прям углубляюсь. Что тут у вас происходит? Органианин. Предупреждаю, что за этим коридором все еще активные две мирские механизмы. Некоторые части этих помещений были лишь недавно раскопаны обществом, и несколько туристов уже пропали. Нет. Забрели туда по неосторожности и вернулись с ранениями. Или вообще не вернулись. Советую не пересекать, не уходить дальше этой точки. Да, лишь за несколько прошедших десятилетий сообщество смогло расчистить несколько важных ну, наверное, тоже помещений за этим местом, которые по большей части игнорировались более ранними экспедициями, потому как они считались непроходимыми. Некоторые двемирские механизмы все еще там активны и могут быть нестабильны. Не рекомендую, чтобы туристы проходили через эти туннели. Спасибо. Это все интересно, действительно. То есть вот сюда нельзя лезть или куда? Как тут много всего еще. Так, ладно, я понял. Я хочу вернуться к тому проводнику. Что там он мне предложит? Ну, давайте отсюда включусь обратно. Тут только шестерня, да? Ладно. Эх, варвары, повредили тут двемирскую систему труб. Я тут подумал на досуге. Возможно, как раз вот эти две книжки зачитаем еще дополнительно. Они тоже коротенькие. Вот такие. Чё бы нет, да? Ладно, давай. Погнали. 800 дрейков? Ну, вы знаете... Не хочется быть лохом. Да. Ладно. Так, а я уже забыл. Там я все. Не, давайте-ка сначала я сюда сложу тогда уж. Здесь ближе идти до вот этих проходов, чем... Вот, тут я еще не был. О. Тут уже почаще встречается лут какой-то. Не то, чтобы мне прям сильно это надо было все.
Здесь я вроде бывал уже. О. Угу, это сообщается как раз вот с тем районом, который как бы только что раскопали у нас ребята из... Ну, знаете, я пока, наверное, исследую все-таки ранние уровни, так сказать. Вот это оставлю на десерт. О, изумруд. Вы знаете, я сейчас подумал, что с точки зрения баланса эти руины хорошо сделаны. То, что тут много так всего, но оно все залутанное, ничего по сути не найдешь. Компенсируется тем, что тут действительно безопасно. И для низкоуровневых игроков тут было бы хорошо прям прийти, ну, найти так на халяву парочку изумрудов, чё бы нет. Вау. Вот это выглядит тоже так внушительно. Тут тоже какое-то чтиво есть. Стейк из гончий за моих богов и императора. Это, кстати... Я так понимаю, есть несколько версий вот этой вот книженции. Одна для Варденфелла, по меньшей мере, другая для Tomb Raider Rebuild. Хотя там может быть все одно и то же. Я вот зачитывал прямо для... А, ну вот, кстати, да, тут Firewatch, Helnim. Да, я зачитывал для Варденфелла. Ха. Да, было бы, знаете, целесообразнее вот эту зачитать. Но сейчас все такое, как бы уже. Добро пожаловать, агент. Хотя весь этот рокот... весь этот рокот, который ты слышишь, это исходит из королевской могилы. Убедись, что... Ну, в общем, следи за своими шагами и убедись, что ничего не повредишь там. Не повреди ничего, короче. Ну вот оно, значит. Так, на всякий случай проверил. Ну вот, похоже, это и было местом раскопок Нордсена. Еще и разветвление здесь. Ну, почему-то думается, что самое интересное будет там, если идти прямо. Значит, сначала схожу сюда. О. Ну ладно. Знаете, пришла мысль заскриншотить это и сделать баг-репорт. Tomb Raider Rebuild. Но они все равно, раз это переделывают, не буду. Так, а что, все что ли? Ага, я что-то упустил, смотрите. Проворонил. Какая невнимательность. Тут лаз. Полезли. О, как же здесь темно, черт возьми. Угу.
Да, действительно, пригодился Кагерер. Надо за вторым сходить будет. А достать его можно отсюда? Да, прям все по Нордсону. Стражу со сложенными головами. Так, а этот не надо ли активировать? Вот я Кагерер сюда воткнул. А, можно его убрать только. Так, зелье восстановления маны у меня нет, да? Надо бы сварить. Коммуника уже кончилась. Наверное, буду мешать пепельную соль и морозную теперь. Ну и чем-то надо восстанавливать запас сил. Да, кстати, я опять забываю о приемах пищи. Слишком увлекательно. Надо заживать солониной немного. Джерки. Так. Угу. Рычаги, серьезно? Угу. Сдвинуть не удается. А где же тот Центурион, с которым сражался наш? Нордсон. Вот. Это останки вот этих вот. Это все не открыть, наверное, да? Но тем не менее, как Кагерер я поместил туда. Что-то, наверное, это мне даст. Я пока еще не знаю что, но что-то, наверное, даст. Может, здесь что наверху есть? Он действительно рокот стоит. Похоже на антенну какую-то. Ну да, пока что я тут не вижу ничего, что можно было бы сделать, активировать. Возможно, где-то еще есть какие-то механизмы, в которые можно поместить Кагереры. Если активировать их все, что-то произойдет. Возможно, рычаги можно будет подвигать эти. Но пока я здесь, пока я еще не ушел из руин Кемелзе, у меня вполне себе есть возможность это выяснить, попробовать разобраться.
Но, как вы, наверное, уже догадались, это опять же не в этой серии, потому что опять хронометраж, и я все еще не изучил все. Но вот в следующих сериях как раз посмотрим, что можно с этим всем сделать, я думаю. Вот это вот интересно, вот на главную точку интереса, можно сказать, он наткнулся здесь. Собственно, тот самый отдел, район Двемирского города, который нашел автор книги «Руины Кемелзе» Нордсен. И тут, похоже, есть какая-то загадочка, которую тоже можно попробовать решить. Вот. Ну да, как я и говорил, это уже следующие эпизоды. Друзья, спасибо, что были со мной. Давайте уже закругляться. С вами был Сэр Холмс, Morrowind, Tamriel Rebuild. Вам же спасибо за просмотры, лайки, подписки, комментарии и так далее. Пока-пока.